Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Состоялся релиз первого дополнения для Starfield, которое называется Shattered Space. Переводится примерно как «разрушенный космос». В DLC разработчики предлагают посетить родную планету фракции Варуун. Секретный эксперимент культистов Великого Змея пошел не по плану, так что теперь игрокам предстоит столкнуться с его последствиями. Получив сигнал бедствия, геймеры отправятся на планету с целью выяснить, что же произошло на самом деле. В отличие от основной части игры, все локации в Shattered Space были созданы вручную, включая новый масштабный город. В плане структуры и повествования DLC сравнивают с дополнением Far Harbor для Fallout 4. За время прохождения игроки обзаведутся новым снаряжением, опробуют дополнительное оружие, столкнутся с неким космическим ужасом и решат судьбу выживших культистов. Starfield Shattered Space можно затарить на ПК и на Xbox Series. Согласно текущим планам, Bethesda намеревается выпускать крупные дополнения для Starfield каждый год. Небезызвестный Джейсон Шрайер отметился не только как профессиональный игровой журналист, но и как автор бестселлеров по теме. Вот уже 8 октября свет увидит его новая книга Play Nice, посвященная истории Blizzard Entertainment. Пользуясь случаем, Шрайер провел сессию ответов на вопросы игроков с сабреддита World of Warcraft и рассказывал интересных деталей о создании и содержании грядущей книги. Сейчас поделюсь выжимкой из его ответов. Для написания Play Nice Шрайер взял интервью у более 350 сотрудников Activision Blizzard, как нынешних, так и бывших. Они поведали о разных периодах жизни компании и обо всех разрабатываемых проектах, включая те, что не добрались до релиза. Весомая часть книги посвящена противостоянию руководства Blizzard с боссами из Activision. Да и в целом рассказана подробная история производства всех игр компании, включая не только саму разработку, но и маркетинг. А еще Шрайер разрушил один из мифов сообщества World of Warcraft. Он опроверг легенду о том, что Blizzard якобы получила больше денег с маунтов для ММО, чем от продаж StarCraft 2. В одном из постов он описал отношение Blizzard к РТС. Оказывается, директор по производству Тим Мортон хотел запустить разработку аж нескольких проектов в этом жанре, включая Warcraft 4 и даже стратегию по франшизе Call of Duty. Этим идеям не суждено было сбыться из-за провального релиза Warcraft 3 Reforged. Ну и куда без Overwatch 2? По сведениям Шрайера, с разработкой второй части возникли проблемы еще с самых ранних этапов. Воодушевившись успехами оригинала, Бобби Котик хотел сформировать новое подразделение и нанять свыше сотни специалистов для создания сиквела. Этой идее препятствовал Джефф Кэплан, желавший сохранить корпоративную культуру своей команды. По итогу, разработку Overwatch 2 инициировал сам Кэплан с целью привлечь новую аудиторию PvE-контентом. Отмечается, что он крайне ревностно относился к проекту и воспринимал негативно любое вмешательство. И немного про закулисье сторонних проектов Blizzard. Из таких Шрайер отметил сериалы по Warcraft, Overwatch и Diablo. Они создавались совместно с Netflix, однако сотрудничеству пришел конец в 2020 году после судебного иска, связанного с переманиванием сотрудников. Ждем фулл от Шрайера 8 октября и готовимся к тому, что интернет, видимо, заполонят цитаты с другими подробностями о внутрянке Blizzard, но уже непосредственно из книги. Как Хидео Кодзима и обещал, Kojima Productions провела специальный показ Death Stranding 2 On the Beach на Tokyo Game Show 2024. Дата релиза не была озвучена, но гений поведал другую информацию, например, об именах персонажей, а также поделился катсценами. В первом ролике показали персонажа с внешностью Джорджа Миллера. Героя зовут Тарман, и он является капитаном мобильной базы Магеллан, а также доктором и геофизиком. Он в одиночку управляет станцией, которая двигается по озерам смолы под поверхностью Земли. В том же ролике показалась и говорящая кукла по имени Долмен. Как выяснилось, он является медиумом, утратившим свой человеческий облик. Роль досталась Фатиху Акину, режиссеру и сценаристу «На краю рая» и «Головой о стену». Фреджайл, персонаж Леи Сейду, является руководителем всей операции. «Я слежу за тем, чтобы грандиозные планы Дроубридж проходили гладко», пояснила сама героиня. Во втором видео Сэма знакомят с Рейни и Туморроу. Роль Рейни сыграла Сиори Куцуна, а Эль Феннинг изобразила загадочную героиню Туморроу. Рейни ждет ребенка, что привлекло внимание Туморроу. Она пояснила, что в том мире, откуда она пришла, дети не покидают утробы своих матерей. Появившийся вместе с Сэмом Долман пояснил, что Туморроу жила в измерении мертвых. Мол, в подобном месте младенцы и не должны появляться на свет. Кстати, фан-факт. Слоганом первой Death Stranding была фраза «Tomorrow is in your hands», или «Будущее в твоих руках».
Третий ролик показывает, как Сэм заглядывает в кабинет Хартмана. Персонажа вновь изобразил Николас Виндинг Рёфен. Теперь герой носит очки в форме сердец, что перекликается с его именем. Протагонист застает ученого между жизнью и смертью, но экзоскелет возвращает его в сознание. По словам самого Хартмана, устройство предлагает множество преимуществ. Например, позволяет отключаться в любой момент времени и даже спать стоя. А еще в DS2 появится особый фоторежим. То есть будет обычный, который в каждой игре сейчас есть, а будет режим фотосъемки, где кадры делаются на фотоаппарат с мгновенной печатью. Камеру держит сам Сэм, а перед ним позируют товарищи по миссии. Они веселятся и кривляются. Как подчеркнул Кодзима, активность может показаться забавной, но она все же влияет на сюжет. Поэтому вам лучше делать хорошие снимки, сказал он. В конце презентации Кодзима заявил, что внутри студии дата выхода уже определена, но раскрыть ее коллектив пока не готов. Эх, зажал. Ну ладно, ищем скрытые смыслы в фоторежиме и ждем релиза игры когда-то в 2025. И еще одна новость, за которую стоит сказать спасибо Джейсону Шрайеру. По его словам, следующим проектом Guerrilla Games станет онлайн-игра во вселенной Horizon. Об этом известный инсайдер рассказал в эфире подкаста Spawn Waves Spawncast. Говорит, инициатива PlayStation по созданию игр-сервисов не была шуткой, а после поделился, что с сервисными тайтлами в компании носились чуть ли не поголовно все. MMORPG по Horizon вошла в число тех немногих игр, которые не успели отменить. Над ней, если верить журналисту, корпит много людей, и именно она должна стать следующим релизом студии. Тем временем, продолжение Horizon Forbidden West может быть еще очень далеко от запуска, уверяет Шрайер. Напомню, что в прошлом в сеть просочились видео из ранних сборок сервисной Horizon. Если опираться на утечку, тайтл выполнят в стилизованной графике, а геймерам дадут возможность играть за персонажей из разных племен вроде Нора, Карха, Азерам и так далее. Guerrilla официально сообщила, что занимается MMORPG, но сам проект пока не представила. Издательство Nacon и студия Rock Factor опубликовали видео из приключения Hell is Us. Геймплей комментирует творческий руководитель проекта Жонтан Жак Белете, арт-директор Marvel's Guardians of the Galaxy и последних Deus Ex. Действие Hell is Us происходит в 1993 году в вымышленной стране Хейдия, где свирепствует гражданская война. Когда главному герою Реми было 5 лет, мать отправила его в Канаду. Повзрослев, Реми возвращается домой, чтобы отыскать своих родителей и узнать, почему они его бросили. Протагонист помнит лишь пару фактов из далекого детства. Он родился в деревне Джова, а его отец работал кузнецом. Жак Белете уверяет, что его детище резко отличается от современных экшн-адвенчур, которые вводят игрока за руку и преподносят ему на блюдечке всю информацию. В Hell is Us нет миникарты, а компас, как ему и подобает, указывает лишь стороны света. Чтобы ориентироваться на местности, нужно рассчитывать только на свою наблюдательность и советы местных жителей. Этой философии авторы придерживаются и в дизайне загадок. Вы будете предоставлены самому себе, и Реми не начнет бормотать подсказки, если решение пазла затянется. В качестве примера головоломки директор показал подземелье с надписями на древнем языке, которые переводит дрон-помощник. Исследование мира — лишь половина игры, другая ее часть — битвы с монстрами. По словам Жака Белете, Hell is Us не такая хардкорная, как Souls-like, но в сражениях придется использовать все доступные инструменты, разные виды холодного оружия, способности дрона и красочные специальные атаки. Hell is Us стартует в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Подтверждены русские субтитры. Вот и все главные новости на сегодня. То, что не влезло в инфакт, можете прочитать на нашем сайте. Там, например, есть свежая инфа про сериал Like a Dragon Yakuza. А еще там же, на сайте, есть новая статья от Джуби. Она написала про тревожные моды для The Sims 4. Не забудьте про лайк и хорошего вам вторника. Пока!